Носороги – это крупные травоядные млекопитающие, которых легко узнать по характерному рогу. Слово «носорог» происходит от греческого «рино» – «нос» и «церос» – «рог». Существует 5 видов и 11 подвидов носорога. У некоторых есть 2 рога, а у других только 1. Черный, белый, индийский, яванский и суматранский. Нападение носорогов на людей является очень редким явлением. На самом деле ежегодно совершается менее 2 нападений, и они по большей части не смертельны. Хотя черный носорог известен своей агрессией, не так часто он показывает свою агрессию людям, поскольку носороги по своей природе одиночки. Самая распространенная ситуация, в которой носорог будет атаковать, это когда самка носорога защищает своего детеныша. Любая предпосылка к угрозе ее детенышу вызовет у нее агрессию и спровоцирует в ней защитный механизм. Большинство нападений на автомобили и другие транспортные средства были вызваны тем, что зрители хотели поближе познакомиться с матерью и ее детенышем. Мать инстинктивно хочет избавиться от злоумышленников, чтобы обеспечить безопасность своему малышу. Эти самки, как известно, выносят свою злобу на транспортные средства и наносят им огромный ущерб. Перед тем, как напасть на человека, носорог будет громко фыркать, тем самым делая предупреждение. К этому следует относиться серьезно. Как только животное начнет злиться, носорог может разогнаться до 56 км в час. Носорог также может быстро и ловко изменять направление бега, если это необходимо. У носорога есть трудности в обнаружении того, кто стоит у него в сотне метров, если объект не будет двигаться. Однако, если человек издаст слабый звук или носорог сможет почуять запах человека, он легко обнаружит его даже на гораздо большем расстоянии. Обонятельная часть – это наибольшая часть мозга носорога. Последние нападения носорогов на людей. Первый случай. 30 марта 2015 года носорог, сбежавший из непальского заповедника, после прогулки забрел в город Хитауда, в котором в результате нападений убил одну женщину и 6 человек ранил, сообщали полицейские. Во время своего пребывания в городе он посетил местный рынок, автовокзал и даже больницу. Представитель полиции сообщил, что носорог ударил и убил 61-летнюю женщину и 6 человек получили ранения. Также носорогом была ранена корова. На этом видео, загруженном в социальных сетях, видно, как по улицам города прогуливается тот самый носорог. Власти использовали обученных слонов, чтобы направить носорога обратно в заповедник Парса. Вырубка леса часто вынуждает представителей дикой природы блуждать в близлежащих деревнях. Второй случай. В августе 2019 года стало вирусным видео с разъяренным носорогом в зоопарке в немецкой феодальной земле Нижняя Саксония. Животное засняли на видео, когда оно переворачивало автомобиль зоопарка более 3 раз своим массивным рогом. И мало того, во время инцидента в машине находился смотритель зоопарка. 30-летний носорог по имени Кусини ударил своим рогом проезжающий автомобиль и перевернул его несколько раз во время своей ужасающей ярости. Все это произошло в парке Серенгети, в коммуне Ходенгаген. Как видно из видео, нападение было коротким и эффективным. Носорог почти без усилий снова и снова переворачивал машину, разбивая ее на куски и толкая, как игрушку. Удивительно, но в сообщениях с места событий утверждается, что смотритель зоопарка после нападения смог уйти только с несколькими ушибами. Одно это кажется невероятным, особенно учитывая форму, в которую автомобиль превратился в конце ужасного испытания. Что касается носорога, чиновники сообщили, что животное прибыло в парк по программе размножения за 1,5 года до инцидента, и животное все еще приспосабливалось к своей новой среде. До сих пор не ясно, что могло спровоцировать животное, но как бы то ни было, явное проявление силы было потрясающим и в то время пугающим. Третий случай. В апреле 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, в Непале активист запечатлел момент, когда носорог преследовал человека, который не соблюдал карантин, установленный в качестве профилактической меры. Парвин Касван из лесной службы в Непале снял на видео момент, когда млекопитающее гуляло по улицам. Когда на улицу вышел мужчина, который не изолировался в своем доме, и когда он увидел крупное животное, он в ужасе побежал. Но носорог, руководствуясь своим инстинктом, преследовал мужчину, пока ему не удалось укрыться. После животное продолжило свой путь. Так что этот носорог решил взять все в свои руки, пошел контролировать. Кстати, выход носорога из леса случается часто, даже без карантина, было написано под этим видео. На ролике вы можете видеть нескольких людей на улицах, стоящих очень близко к носорогу.
Поэтому пользователи спросили активиста, почему они не подверглись нападению. На что эксперт ответил, что это потому, что они ничего подобного не делали, они не пересекали его путь и не убегали от него, поэтому животное не чувствовало никакой угрозы. Четвертый случай. Он напрямую не связан с носорогами, но достаточно интересный. В июле 2018 года Прайд оголодавших львов из южноафриканского заповедника спас по крайней мере несколько носорогов, возможно стадо. Браконьерам, которые незаконно проникли в этот заповедник с топорами и оружием, чтобы убить этих носорогов, не так повезло. Согласно сообщениям, львы убили и растерзали по меньшей мере 2, возможно 3 браконьеров, оставив после себя только их изувеченные и частично съеденные остатки тел. По заявлениям, незаконный вход и последующее нападение львов произошло в заповеднике Сибуя между ночью 1 июля и утром 2 июля. Помимо всего прочего, они были с мощной винтовкой, оснащенной глушителем, кусачками, топорами и запасами продуктов на несколько дней. Все это характерные признаки банды, намеревавшейся убить носорога и отрезать его рог, сообщил Ник Фокс, хозяин заповедника. Фокс также сказал, что позже в этом районе был найден череп, а также половина таза, но очень мало что осталось. Он не был уверен, сколько людей вошло в заповедник и сколько из них были убиты львами, но остались 3 комплекта обуви и перчаток, вместе с рюкзаком, наполненной едой, сказал он. Вполне очевидно, что браконьеры потревожили Прайд из 6 львов, а некоторые, если не все они, были убиты, поделился Фокс. Приведенные случаи явно подтверждают тот факт, что носорог является невероятно сильным, уникальным и удивительным существом. И да, довольно страшным тоже. На этом все. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока.